Они взлетели на рекордную высоту и грозят ударить по Европе. О чем речь, расскажем. Блокада прорвана, первое судно с сырьем прошло через опасный пролив. Иран снова ударил по стране НАТО, другой член Альянса высылает целый флот в зону конфликта. Раскол в рядах союзников, стало известно, что вызвало трение между Вашингтоном и Тель-Авивом. Кому война, а кому мать родна? Кто хочет заработать на украинских дроновых технологиях? Цены на нефть растут, и что же делать? В Европе призвали снять санкции с России. Об этих и других событиях к утру вторника, 10 марта. Ключевые события дня без лишних слов. Это Нехта. Оперативно о главном в Украине, России, Беларуси и мире. Газ в Европе снова резко дорожает. Цена выросла более чем вдвое за считанные дни. Европейские фьючерсы подскочили почти до 69 евро за мегаватт-час или почти $835 за 1000 кубов. Это рост примерно на 115% с конца февраля. Причина – война на Ближнем Востоке и остановка поставок СПГ из Катара после блокировки Ормузского пролива. И хотя доля катарского газа в ЕС небольшая, около 6-8%, теперь Европе приходится конкурировать за топливо с Азией. Проблему усугубляют низкие запасы. Сейчас европейские газовые хранилища заполнены менее чем на 30%, тогда как обычно к весне остается около 45%. По оценке Financial Times, даже если конфликт закончится быстро, Катару потребуется от нескольких недель до месяцев, чтобы полностью восстановить поставки. Поэтому аналитики уже повышают прогнозы цен на газ на ближайшие месяцы. Но есть и хорошая новость. Крупный танкер с саудовской нефтью впервые прорвался через иранскую блокаду. По данным Bloomberg, судно Шенлонг перевозит около 1 миллиона баррелей нефти. Танкер прошел через Ормузский пролив, несмотря на напряженную ситуацию в регионе. Во время перехода судно временно отключало транспондер и снова включило сигнал уже у берегов Индии, пишет Bild. Эксперты считают этот проход первым признаком возвращения перевозчиков на стратегический маршрут. Но большинство компаний все еще избегают пролива. Тем временем Франция собирает военную миссию для сопровождения танкеров, как заявил президент Эммануэль Макрон во время визита на Кипр. Париж готовит сугубо оборонительную операцию по обеспечению безопасности судоходства. Цель – как можно скорее после окончания наиболее интенсивной фазы конфликта обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров для постепенного возобновления работы Ормузского пролива, который имеет важное значение для международной торговли, а также для циркуляции газа и нефти, которые должны снова иметь возможность транспортироваться из этого региона. Франция планирует отправить в регион 8 военных кораблей, авианосную группу и 2 вертолета-носца. В Восточном Средиземноморье уже находится авианосец «Шарль де Голь». Режим Аятолл опять попытался ударить по стране НАТО. Баллистическая ракета была запущена с территории Ирана и вошла в воздушное пространство Турции. Ее перехватили системы противовоздушной и противоракетной обороны Альянса, развернутые в Восточном Средиземноморье. Непрошенную гостью сбили в районе города Шахин-Бей. Обломки упали на пустыре в провинции Газиантеп. Пострадавших нет. Это уже второй такой случай за неделю. 4 марта ПВО НАТО также перехватила ракету, летевшую в сторону Турции. После перехвата первой ракеты мы предупредили иранские власти, но я должен подчеркнуть, что, несмотря на наши искренние предупреждения, Иран предпринимает провокационные шаги, которые поставят под угрозу дружбу Турции. Как думаете, у Исламской Республики не хватает метких ракетчиков и дроноводов, или режим намеренно обстреливает Турцию и Азербайджан? Тем временем стало известно о трениях в стане союзников. В Вашингтоне якобы недовольны ударами Израиля по топливной инфраструктуре Ирана. Как пишет Axios, авиация Цахал атаковала около 30 топливных хранилищ. Масштаб операции оказался гораздо больше, чем ожидали в США. После ударов над Тегераном, где живут около 10 миллионов человек, поднялись огромные столбы черного дыма. Пожары были видны за километры. Американские чиновники считают, что такие атаки
могут сыграть на руку режиму и еще сильнее поднять мировые цены на нефть. По данным издания, Дональд Трамп также остался недоволен. Об этом изданию рассказал один из неназванных советников хозяина Белого дома. А вот сенатор-республиканец Линдси Грэм открыто призвал Тель-Авив быть аккуратнее. Пожалуйста, будьте осторожны в выборе целей. Наша цель – освободить иранский народ таким образом, чтобы не лишить его возможности начать новую и лучшую жизнь после краха этого режима. Нефтяная экономика Ирана будет иметь решающее значение для достижения этой цели. В Тегеране, в свою очередь, предупредили, если атаки на нефтяную инфраструктуру страны продолжатся, режим может ударить по энергетическим объектам в регионе, а цена нефти тогда способна взлететь и до $200 за баррель. Рекордная атака беспилотников, но предпринял ее не Иран и даже не Россия. ВСУ за сутки запустили по стране-агрессору сотни дронов. По данным Минобороны РФ, российское ПВО за сутки якобы сбило более 750 украинских беспилотников. Ранее в официальных сводках говорилось о 621 дроне, но позже ведомство уточнило цифру, сообщает Интерфакс. Как отмечает украинское издание «Милитарный», это крупнейшая атака беспилотников на территорию России и оккупированный Крым с начала войны. Самые интенсивные удары пришлись на Брянскую область. Это 235 дронов, а также на Краснодарский край, Тульскую и Белгородскую области, а также Крым. По оценке Милитарного, такие масштабы могут свидетельствовать о резком росте производства беспилотников для сил обороны Украины. После недавней резкой критики действий США и Израиля со стороны премьера Испании, ряд других европейских лидеров выступили в ином ключе. Я хочу ясно дать понять, что не следует проливать слезы по иранскому режиму. Председатель Еврокомиссии заявила, что Тегеран с помощью своих марионеток, вооруженных ракетами и беспилотниками, вызвал разрушение и нестабильность во всем регионе. Народ Ирана заслуживает свободы, достоинства и права решать свою собственную судьбу, даже если мы знаем, что это будет чревато опасностями и нестабильностью во время и после войны. Не нашел добрых слов для Исламской Республики и Фридрих Мерц. Иран – центр международного терроризма, и этот центр должен быть закрыт, а американцы и израильтяне делают это по-своему. Действия же союзников немецкий канцлер назвал обороной. 4 года многие страны предпочитали не замечать страданий Украины, но теперь все вдруг изменилось. За омытым кровью и слезами опытом выстроилась большая очередь. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев получил уже 11 запросов от США, стран Европы и соседей Ирана. Четкая заинтересованность в украинском опыте защиты жизни, в соответствующих перехватчиках, системах РЭП и подготовке специалистов. Украина готова положительно реагировать на запросы тех, кто помогает нам защищать жизни украинцев и независимость Украины. На часть запросов мы уже ответили конкретными решениями и конкретной поддержкой. По словам президента, остальные запросы еще рассматривают СНБО, Генштаб и силы обороны. При этом Киев подчеркивает, помощь партнерам не должна ослаблять собственную защиту страны. Получается, теперь у Украины есть карты на руках. Но есть и те, кто хочет не только перенять бесценные наработки Украины в новых методах войны, но и сделать на этом гешефт. Как пишет The Wall Street Journal, Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп вложились в компанию, которая собирается производить беспилотники для Пентагона. Проект должен занять нишу, освободившуюся после запрета на новые китайские дроны в США. Соучредитель фирмы, ветеран спецопераций Брэд Великович сообщил изданию, что она ведет переговоры о покупке украинских производителей дронов или лицензирования их технологий. Пентагон резко наращивает закупки беспилотников. По плану к 2027 году на сотни тысяч дронов могут потратить более $1 миллиарда. И компания сыновей президента уже скупила несколько небольших фирм и собирается выпускать более 10 тысяч дронов в месяц.
Кто виноват в скачке цен на нефть? Казалось бы, ответ очевиден, но Виктор Орбан знает лучше. Премьер-министр Венгрии и в этом обвинил Украину. Из-за украинской нефтяной блокады и войны на Ближнем Востоке цены на сырую нефть начали стремительно расти и в Венгрии. В этой ситуации, введенная Зеленским, украинская нефтяная блокада является самой серьезной угрозой уже не только для Венгрии и Словакии, но и для всего Европейского Союза. После того, как Орбан придумал ответ на классический вопрос «Кто виноват?», он ответил и на его не менее классическое продолжение «Что же делать?». Во всей Европе мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные против российских энергоносителей. Я инициировал это в письме к госпоже Урсуле фон дер Ляйен, председателю Еврокомиссии. До выборов в Венгрии остается больше месяца. Интересно, найдется ли у Орбана еще более 30 новых обвинений в адрес Зеленского? Тем временем Киев выдвигает свои обвинения в адрес Будапешта. В МИДе поделились шокирующими подробностями недавнего задержания украинских инкассаторов. Венгерские силовики держали их 28 часов в наручниках и с завязанными глазами, хотя они проходили по делу лишь как свидетели. Инкассаторов брали в стиле фильма-боевика. Для поимки были задействованы бойцы венгерского антитеррористического центра с пулеметами и гранатометами. У задержанных изъяли телефоны и личные вещи, а адвоката и встречу с украинским консулом не позволили. Одному из задержанных стало плохо, у него диабет и инвалидность. Медиков вызвали только после того, как он потерял сознание. В итоге Венгрия депортировала украинцев и запретила им въезд в Шенген на 3 года. В Киеве требуют вернуть инкассаторские автомобили и ценности, а действия Будапешта называют государственным бандитизмом. Киев обещает добиваться справедливости через европейские инстанции, в частности, судебные. Режим лишился высокопоставленного генерала, а его лидер может быть ранен. Украина может потерять последнюю крепость на важном направлении. Новая страна неожиданно ударила по российскому объекту и массовое нападение на украинских силовиков в тылу. Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Увидимся уже вечером.